Сяо Янь уже довольно давно не использует крылья Небесного Феникса, хотя это невероятно мощное средство, значительно увеличивающее его скорость. Сяо Янь использовал особый метод создания крыльев, которые были очень эффективны даже для почтенного воина. Но из-за племени Небесного Феникса он не мог открыто их явить. Если они узнают, что кости их предков в крыльях Сяо Яня, начнется настоящая война. И вот во время боя Сяо Янь все же решил показать всем свои костяные крылья. Интересно, как на это отреагируют Небесные Фениксы? Сражаясь с Джай Сином, Сяо Янь выложился по полной. Пламя 3000 звезд постоянно исцеляло его тело, но Доу Ци постепенно начала истощаться. Невероятная боль исходила почти что от каждой косточки в его теле. Каждый удар Джай Сина настигал его, хотя его раны и восстанавливались в стремительном темпе пламенем 3000-летий, но боль все нарастала. Вот почему его мышцы дрожали от напряжения. Сяо Янь думал, что если бой продолжится в том же темпе, он точно проиграет. Он глубоко вдохнул и подавил чувство боли. Затем начал завершать ручные печати, а его одежда затрепыхалась. Из его спины вырвались на всеобщее обозрение крепкие костяные крылья. Крылья цветом напоминали нефрит, кристально чистый цвет. Внутри самого кристалла протягивались красно-зеленые сосуды, из-за чего они выглядели крайне загадочно. Костяными крыльями, естественно, оказались крылья древнего Небесного Феникса. Так как он опасался угрозы со стороны их племени, то постоянно скрывал их в прошлом. Однако сегодня ему не осталось выбора, кроме как воспользоваться ими. В любом случае, племя Небесных Фениксов и без того было его врагом, из-за фрукта происхождения дракона и феникса, а значит, какой смысл скрывать от них еще и крылья? Джай Син появился посреди пустого пространства. Но внезапная тяжелая атака обрушилась на его спину, отправляя его в полет. Он четко увидел, что за спиной Сяо Яня наблюдались костяные нефритовые крылья. Он не мог поверить в увиденное. Скорость Сяо Яня возросла до такой степени, что даже он не смог за ней уследить. Сяо Янь холодно рассмеялся, взмахнул крыльями и щелкнул пальцем. Перед ним мгновенно появились 3 сгустка небесного пламени разных цветов, которые тут же начали сливаться. Лицо старого призрака Джай Сина исказилось, когда он понял намерение парня. Он немедленно исчез во вспышке света, устремившись вперед, надеясь помешать завершению слияния пламени. Однако Сяо Янь с легкой улыбкой взмахнул крыльями и отлетел назад с невероятной скоростью, оставляя его далеко позади. Теперь, благодаря костяным крыльям, он мог смотреть сверху вниз на большинство почтенных воинов, превосходя их в скорости. Но в тот же миг воздух прорезал ехидный смех, и в небе появились 2 размытых силуэта. В мгновение ока они возникли почти рядом с ним. Он ясно увидел крылья за их спинами. Перед ним стояли представители племени Небесного Феникса. Оба оказались седыми старейшинами. Они плавно махали крыльями, вызывая легкие грохотания в воздухе. Сяо Янь видел похожие крылья у Хуан Сюаня, поэтому он ясно понял, что оба практика принадлежат к числу экспертов племени Небесных Фениксов. Это были 2 почтенных воина 5 звезд. Сила каждого из них не уступала старому призраку Джай Сину. Племя Небесных Фениксов и вправду имело основание называться одним из 3 сильнейших племен в мире волшебных зверей. Да, это и есть подмога племени Небесных Фениксов. Хуан Сюань старался растянуть время, чтобы дождаться их. Вот к какому выводу пришел Сяо Янь, а после сжал кулаки. Один из стариков также прошелся взглядом по Сяо Яню, но заострил внимание на его крыльях. Костяные крылья племени Небесных Фениксов. Шкет, а ты смел. Сяо Янь же выглядел мрачным и отступил немного назад. 2 почтенных воина 5 звезд, а также Джай Син со злым умыслом. Если ситуация не разрешится благополучно, то он может сегодня и умереть. Второй сразу же предложил захватить его, оторвать ему крылья и доставить в племя для наказания. Ситуация приобретает крайне неприятный оборот. Мы прекрасно знаем, что племя фениксов очень ценило трупы своих соплеменников. Любое существо, посмевшее посягнуть на труп сородича, преследовалось всем племенем до самой смерти. Вот почему они уже давно не встречали того, кто посмел бы воспользоваться крыльями племени Небесного Феникса в качестве материала для техники полета Доу Ци. Сяо Янь лишь недовольно усмехнулся, он махнул руками, завершая слияние 3 видов небесного пламени. Теперь над его ладонью быстро и плавно вращался красочный пламенный лотос. Сам же цветок излучал ауру разрушительной силы, что даже привело к сильной пульсации окружающей энергии. 2 старейшин племени Небесных Фениксов были поражены, когда ощутили мощную разрушительную силу.
Они не ожидали, что парень окажется способен использовать технику доуци столь невероятной мощи. В это время Джай Син, наблюдавший за происходящим, поспешил предупредить их о серьезности угрозы, с которой они столкнулись. Он со страхом в глазах смотрел на пламенный лотос, объясняя, что это результат слияния 3 видов небесного пламени, и недооценивать его категорически нельзя. Джай Син на своей шкуре испытал мощь лотоса Сяо Яня, однако старейшины лишь равнодушно кивнули, без особого волнения наблюдая за этим феноменом. Вскоре они уловили в воздухе знакомый запах и поняли, что он связан с их родословной. Сяо Янь, помимо крыльев, также обладал эссенцией крови древнего феникса. Он явно нарушил все важнейшие табу их племени. Сам Сяо Янь оставался спокойным и не проявлял эмоций. Щелкнув пальцем, он поднял пламенный лотос в воздух, после чего отправил его в сторону стариков. Вслед за этим в пространстве раздался свист, а за летящим огненным шаром протянулся длинный пламенный след. Старейшины, не проявляя признаков тревоги, высвободили свою мощную доуци. Она мгновенно сгустилась и приняла форму гигантских небесных фениксов, парящих над их головами. Однако, когда пылающий лотос приблизился, Сяо Янь щелчком пальцев активировал взрыв. Огромный огненный цветок вспыхнул ослепительным светом, после чего воздух содрогнулся от мощного взрыва. Старейшины мгновенно поняли, что обычных защитных мер будет недостаточно, и поспешно сформировали ручные печати. В пространстве перед ними появилась гигантская энергетическая конструкция в виде колокола, которая накрыла их и полностью скрыла от бушующей бури. В следующую секунду исполинская огненная волна обрушилась на эту преграду. Пламя охватило защитный барьер со всех сторон. На поверхности колокола появилась тонкая трещина. Они не могли поверить, что мощнейшая защитная техника, способная удерживать внутри почтенного воина 5 звезд, оказалась на грани разрушения из-за атаки какого-то юнца, достигшего лишь уровня 3 звезд. Огненная буря продолжала бушевать, и Сяо Янь, не теряя времени, велел пламенному лотосу высвободить остатки своей силы. Колокол вновь содрогнулся, раздался громкий треск. Гигантская энергетическая конструкция, считавшаяся неуязвимой, разлетелась на мелкие кусочки. В результате взрыва сами старцы получили ранения и, пошатнувшись, вынуждены были сделать несколько шагов назад. Хотя они быстро стабилизировались, никто не заметил, что под их рукавами дрожали руки. Они пытались сохранять видимость непоколебимости, но Джай Син, наблюдавший за ними, лишь покачал головой, понимая, что даже эти 2 могущественных эксперта получили травмы. Тем временем Сяо Янь увидел, что его атака не смогла полностью вывести старцев из строя. Сяо и Сянь с товарищами подлетела к нему. Подтвердив их худшие опасения, они оказались окружены. Когда Сяо Янь огляделся, он увидел, что вокруг них собралась сотня экспертов, излучавших мощные ауры. Небесные фениксы хорошо подготовились. В общей сложности против Сяо Яня и его команды выступают 4 почтенных воинов 5 звезд. Их сила значительно превосходила ту, с которой он сталкивался ранее, и даже если бы он решился использовать пламенный лотос уничтожения, исход сражения оставался неопределенным. Как видим, нас ждут очень интересные события, особенно хочется увидеть костяные крылья Сяо Яня. Большое спасибо за просмотр, напишите в комментариях, как вы считаете, кто придет на помощь в этой ситуации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!